Друзья, приветствую вас всех на моем канале. Сегодня поговорим о прошивке блока управления EDC 17C19 с помощью прибора программатора под названием KETAG. Если вы уже смотрели предыдущий ролик, с кесом у нас не получилось записать этот блок, поэтому будем делать с помощью KETAG. И, собственно, расскажу сегодня, почему я завалил с помощью кеса этот блок, почему так вышло, и рассмотрим все варианты, чтобы вы не попались на те же проблемы. Ну, собственно, давайте начинать. Для начала давайте подключим сам прибор к ноутбуку, для того, чтобы мы смогли зайти в приложение, в программу. Запускаем наш KSUIT версии 2.25 для KETAG. Значит, у нас автомобиль Opel Insignia 2011 года с блоком управления EDC 17C19. У нас 2-литровый дизель с мотором А20 DTH, 118 киловатт, 160 лошадиных сил. Дизельный, как я уже говорил. Как мы видим, обозначение у него идет трикор. То есть мы его не сможем просто так с помощью кеса записать, потому как в нем стоит защита и нужно подпаивать бутпин для того, чтобы сделать обход, потому как блоки управления изначально идут как бы одноразовые. И мы видим сразу, что он будет сверять у нас чексуму и возможность чтения. Подключался я к кесам. Как вы видите, кес показывает, что данный блок управления A20 DTH можно как бы делать по OBD. Но в версии 2.25 мы видим два одинаковых абсолютно блока. Один трикор, второй OBD. Но это скорее всего для того, чтобы делать один в boot режиме через кес, а второй по OBD колодке. Скажу вам сразу, что это не получится у вас никак обойти в OBD, он не будет работать, вы просто завалите блок, как я сделал, как вы могли смотреть в предыдущем ролике. И мы видим, что они работают по разным протоколам. В версии 2.53 все вот эти вот блоки, абсолютно все, они прописаны по OBD 2. Вот это меня и из-за этого я зашел в замешательство и решил сразу делать его кесом. Считал без проблем, как вы видели. Опять же, повторюсь в предыдущем ролике, но по незнанию блок все-таки завалил. Поэтому и снимаются вот такого рода ролики, для того, чтобы вы не попадали на те же грабли и все делали грамотно и аккуратно с первого раза. Давайте вернемся к нашему KETAG. Выбираем наш блок. Значит, вот у нас 118 трикор EDC 17C19 2009 год. Нажимаем ОК. 153 протокол. Обязательно, если вы делаете это впервые, обязательно переводите себе все вот эти вот инструкции и делайте все только по инструкции. Значит, заходим в варианты подключения, открываем, чтобы посмотреть, как это все делается. И у нас, как мы видим, есть два
вида. Это все те же блоки EDC-17, только один идет C19, второй C18. И версия процессора у нас 1792 и 1766. То есть это мы сможем увидеть только после того, как непосредственно вскроем блок. И если посмотреть наглядно на два блока управления, то визуально, в принципе, они очень такие схожи один с другим. Если мы глянем на первый и на второй. То есть на первый взгляд они практически одинаковы. Но если мы выберем Direct Connection, то есть с помощью просто подпайки бутпина, на 17C19 выглядит так. А если мы зайдем в 17C18 Direct Connection, бутпин находится абсолютно в другом месте. То есть на это обязательно обращайте внимание при подключении, обязательно перепроверяйте. Есть различного рода подключения, но поскольку у меня нету BDM этого столика, то я подключался просто через boot в режиме Direct Connection. То есть обязательно нужно вот это все сверить, обязательно посмотреть версию. Если мы переходим дальше, то есть мы подтверждаем, то есть мы уже все прочитали, мы уже все знаем, нажимаем ОК. И вот дальше нам нужно выбрать, опять же, EDC 17C19, либо же EDC 17C18. И как мы смотрим, вот версия микропроцессора 1792. В этом будет 1766. Соответственно, на блоке управления, на самом процессоре мы видим нашу версию TC1792. Значит, мы выбираем его, нажимаем ОК. Дальше, как вы уже знаете, у нас есть чтение либо запись. Как мы видим, здесь только есть микропроцессор, можно считать, память самого микропроцессора и EEPROM-ку. Отдельной флешки в этом блоке нет. Not present. Значит, друзья, смотрите, что касается самого подключения, у всех будет волнение, конечно, в первый раз, но смотрите, мы заходим в Direct Connection, далее смотрим, с помощью какого кабеля нам нужно подключаться. Вот так вот он выглядит в жизни, да, у всех он есть в стандартном комплекте, в стандартном наборе. Значит, далее смотрим на сам блок управления. Что нам нужно для подключения? Значит, смотрите. Нам нужно подключить два плюса. Непосредственно это будет маленький пин и немножко побольше. Один минус, то есть масса. И два провода для подключения. Это высокоуровневый CAN и низкий уровень CAN линии. И еще нам нужно будет подключить, как мы видим, вот один провод boot pin, который непосредственно подключается на самой плате вот в эту точку. Значит, для этого мы просто возьмем наш переходник, просто ищем здесь два красных провода. Это будет подключение плюсовое, то есть все делаем по цветам. Далее нам нужно будет зеленый, это низкий уровень CAN. Белый это высокий уровень CAN. И один черный, большой, это у нас будет подключение массы. И, соответственно, бутпин у нас идет серый. Крокодильчик, вот этот вот серенький крокодильчик вешаем на провод бутпина. Ну, теперь это все подключаем к блоку управления и будем делать запись.
Ну что ж, друзья, вот такой вот ролик у нас сегодня с вами получился. Я думаю, что это было довольно-таки информативно для вас. Я постарался в мелочах вам рассказать весь процесс, как, что, куда и зачем. И самое главное, что я показал прям вплоть до того, что как, куда подключаться проводочками, потому как на ютубе есть очень много подобных роликов, но там уже ребята довольно-таки продвинутые, да, и просто вот показывают, какие автомобили, каким оборудованием делают. Ну а на начальных этапах это все, как всегда, с большим переживанием, да. Поэтому, кому интересна данная тема, предлагаю вам обязательно подписаться на канал. Пишите в комментариях, если что-то не так, что вас еще может интересовать. Ну и будем, как всегда, дальше разбираться с этой темой. На этом у меня все. Всем огромное спасибо. До встречи. Пока.